Дорогие близнецы, для вас февраль 2026 года – это месяц интеллектуального преимущества. Это период, когда вы начинаете мыслить на шаг вперед и видеть то, что пока ускользает от других. Фокус планет смещается в Водолей, а для близнецов это всегда сигнал. Включается скорость мышления, расширяется кругозор и появляется доступ к нестандартным решениям. Февраль буквально подсказывает, где будущее, и это один из главных его подарков. Сильнее всего активируются темы обучения, планирования, профессионального роста и информационных потоков. Близнецы начинают иначе воспринимать свое развитие. Появляются мысли о новых форматах работы, смене подхода и выходе на более свободный режим. Даже если внешне ничего не меняется, внутри уже идет перенастройка. Февраль активно работает через разговоры и контакты. Слова, услышанные мимоходом, видео или случайные обсуждения могут стать ключевыми. Это месяц, когда полезно быть в диалоге, задавать вопросы, обсуждать и сравнивать точки зрения. Через людей и информацию вы получаете ориентиры будущего. Важно отметить, что это не хаотичный период. Напротив, это редкий момент, когда близнецы находятся в сильной позиции наблюдателя и аналитика. Вы способны собрать картину целиком, увидеть взаимосвязи и заранее понять, какие направления имеют потенциал, а какие нет. Февраль не требует быстрых решений, он требует внимательности и честности с собой. Этот месяц закладывает фундамент будущих шагов, и именно сейчас формируется понимание, куда стоит вкладывать энергию. Для близнецов это время умных заделов, перспективных идей и внутренней уверенности в том, что движение выбрано верно. А сейчас давайте подробнее разберем весь месяц. Февраль для близнецов начинается с сильного акцента. Полнолуние во Льве в первых числах месяца сразу выводит на первый план тему уверенности, самопрезентации и влияния через слово. Это одно из тех полнолуний, которое не давит, а наоборот поддерживает и усиливает. Для близнецов это полнолуние особенно благоприятно. Оно подчеркивает ваши сильные стороны – интеллект, харизму, способность доносить мысли ярко и убедительно. В этот период легче быть услышанным, легче привлечь внимание к своим идеям, легче получить отклик от окружающих. Если вы давно хотели заявить о себе, рассказать о проекте, выступить, начать диалог или предложить инициативу, начало февраля этому способствует. Полнолуние во Льве хорошо работает в сфере общения, обучения и публичности. Усиливаются навыки речи, возрастает уверенность в собственных формулировках, появляется ощущение внутреннего разрешения говорить так, как вы действительно думаете. Это удачное время для переговоров, презентаций, консультаций и любых форм интеллектуального обмена. Еще один позитивный момент – это прояснение. В первые дни февраля может прийти четкое понимание, какие идеи действительно ваши, а какие были навязаны ожиданиями окружения. Полнолуние помогает отделить ценное от вторичного и снять внутренние сомнения. Это не резкий разрыв, а спокойное внутреннее знание. Начало месяца также благоприятно для завершения старых тем. Разговоры, которые долго тянулись, наконец могут быть расставлены по местам. Решения, которые откладывались, получают логичное завершение. Для близнецов это дает ощущение легкости и освобождения пространства, как в голове, так и в делах. Транзиты начала февраля поддерживают интеллектуальную активность и ясность мышления. Мысли структурируются, идеи становятся более оформленными, появляется способность увидеть перспективу дальше ближайших шагов. Особенно хорошо работает все, что связано с планированием, обучением и стратегическим мышлением. Важно отметить, что это полнолуние не требует борьбы или напряжения. Его сила в признании собственных возможностей. Чем спокойнее и увереннее вы действуете, тем больше поддержки получаете извне. Февраль начинает говорить языком уверенности, и это задает сильный и позитивный тон всему месяцу. С 14 февраля 2026 года происходит одно из ключевых астрологических событий ближайших лет. Сатурн переходит в знак Овна. Это не фоновый транзит и не краткосрочное влияние. Это смена правил игры, которая будет ощущаться далеко за пределами февраля.
Сатурн – планета порядка, структуры и реальности. В Овне он становится строгим наставником, который учит действовать не импульсивно, а осознанно и последовательно. Для Близнецов это особенно важно, потому что именно сейчас формируется долгосрочный вектор. В чем вы хотите быть профессионалом, где вы готовы вкладываться не на словах, а на деле. На уровне сфер жизни Сатурн в Овне активирует профессиональные цели и проекты, где придется взять лидерство и четкую роль. Февраль дает ощущение внутренней серьезности. Уходит желание размениваться на второстепенное, становится ясно, какие направления больше не имеют будущего, а какие требуют дисциплины и устойчивого подхода. Кармический момент этого транзита в том, что Сатурн не наказывает, а проверяет. Все, что построено на иллюзиях, размытых обещаниях или самообмане, постепенно потеряет опору. А зато все, что опирается на реальные усилия, получает поддержку временем. Важно отметить позитивную сторону. Сатурн в Овне дает Близнецам шанс выстроить собственную систему действий и не подстраиваться под чужие правила. Это транзит внутреннего взросления, когда появляется способность сказать «я знаю, чего хочу и готов за это отвечать». Совпадение перехода Сатурна с Днем влюбленных 14 февраля добавляет символичности. Этот период может принести важные разговоры о серьезности намерений как в отношениях, так и в профессиональных союзах. Иллюзии уходят, остается только то, что имеет реальную ценность и перспективу. Февраль только открывает этот процесс, но уже сейчас Близнецы могут почувствовать, что начинается новый этап, где успех зависит не от вдохновения, а от последовательных шагов. И это хорошая новость, потому что Сатурн всегда вознаграждает тех, кто готов идти своим путем честно и до конца. Солнечное затмение и новолуние 17 февраля становится для Близнецов важным периодом переосмысления жизненных приоритетов. Это влияние затрагивает сразу несколько ключевых сфер, и его результаты будут ощущаться не один месяц. В профессиональной сфере затмение может проявиться как ощущение, что прежний формат работы больше не дает развития. Возможны предложения, связанные с новыми направлениями, обучением, сменой роли и формата деятельности. Для кого-то это будет идея перейти в онлайн-среду, для кого-то расширить профессиональные компетенции. Предостережение здесь простое. Не увольняйтесь импульсивно и не ломайте систему сразу. Позитивная сторона затмения в том, что она показывает, где вы можете вырасти, если дадите себе время на анализ. В денежной сфере влияние проявляется через пересмотр источников дохода. Может появиться понимание, какие способы заработка устарели или перестали быть эффективными. В то же время возможны идеи новых финансовых моделей через знания, консультации, цифровые продукты или интеллектуальный труд. Важно избегать рискованных вложений и необдуманных трат. Главное, что у вас есть возможность выстроить более устойчивую финансовую стратегию на будущее, отказавшись от хаотичных решений. Затмение затрагивает и сферу отношений, особенно дружеских и партнерских. Может измениться отношение к людям, с которыми вас объединяли общие цели. Часть связи естественным образом ослабеет, а другие, наоборот, станут крепче. Главное предостережение для этого периода – не рубите с плеча и не устраивайте выяснение отношений на эмоциях. Плюс в том, что рядом остаются те, с кем у вас есть реальный общий вектор. Еще это затмение важно тем, что меняется само понимание успеха. Вы можете поймать себя на мысли, что больше не хотите гнаться за внешними показателями и ожиданиями других. Вместо этого появляется желание выстраивать путь, который соответствует вашему мышлению и ритму жизни. Затмение помогает убрать то, что тянет назад, и оставить только то, что действительно имеет будущее. Если действовать спокойно и осознанно, февраль становится не кризисом, а подготовкой к росту. Это влияние не требует мгновенных решений. Оно предлагает посмотреть на свою жизнь честно и выбрать направление, которое будет работать на вас в долгосрочной перспективе. С 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Рыб. Для Близнецов, управляемых Меркурием, это особенно чувствительный период, и все пройдет спокойно, если понимать, как он работает. В первую очередь, ретроградный Меркурий влияет на информацию и коммуникации.
В конце февраля и начале марта могут возникать задержки в ответах, путаница в переписке, неточности в формулировках. Возможны недопонимания в разговорах, особенно если что-то проговаривается вскользь или между строк. Предостережение простое, все важное нужно уточнять и фиксировать. Плюс в том, что близнецы получают возможность заметить ошибки заранее и исправить их без последствий. В документах и договоренностях возможны возвраты к старым темам. Может понадобиться пересмотреть условия соглашений, дописать или исправить детали. Это не повод для тревоги, напротив. Ретроградный Меркурий помогает избежать просчетов, которые могли бы проявиться позже и стоить дороже. В финансовых вопросах период требует аккуратности. Не рекомендуется спешить с крупными покупками, инвестициями и финансовыми обязательствами. Возможны задержки переводов или пересчет сумм. Зато это отличное время для анализа расходов, закрытия долгов и пересмотра финансовых привычек. Очень характерное проявление этого транзита – возвращение людей и тем из прошлого. Это могут быть старые клиенты, незавершенные проекты, забытые идеи или предложения, которые раньше не получили развития. Для близнецов это шанс взглянуть на прошлое уже с уровнем опыта и извлечь из него практическую пользу. Положительный момент в том, что ретроградный Меркурий в Рыбах усиливает интуитивное мышление. Логика временно отступает, но обостряется способность чувствовать подтекст, настроение и истинные мотивы. Это хороший период для анализа, консультаций, творческой работы, подготовки материалов и стратегического планирования. Главный совет для близнецов на этот период – перепроверяйте информацию и сроки, не давайте обещания, в которых не уверены, завершайте незакрытые дела, возвращайтесь к идеям, отложенным ранее. Используйте эту паузу для подготовки без резких действий. И самое важное, не воспринимайте этот период как торможение. Ретроградный Меркурий создает временную паузу, которая позволяет близнецам выровнять курс, навести порядок в мыслях и подготовить почву для уверенного движения вперед уже в марте. Февраль 2026 года для близнецов складывается как месяц высокой интеллектуальной активности, новых идей и ответственных решений. Несмотря на напряженные астрологические события, Сатурн в Овне, солнечное затмение и ретроградный Меркурий, у вас есть реальный шанс использовать все обстоятельства в свою пользу. Положительный момент в том, что каждое влияние направлено на повышение вашей ясности и осознанности. Вы учитесь отделять главное от второстепенного, фиксировать ценные идеи, наблюдать за людьми и событиями, а затем использовать полученную информацию для стратегических шагов. В карьере и проектах февраль помогает увидеть направление с наибольшим потенциалом, усилить ответственность и проявить лидерские качества, которые раньше оставались скрытыми. В финансовой сфере появляется возможность выстроить более устойчивую стратегию, анализируя прошлое и исключая ненужные риски. Главное, что дает февраль, это четкий внутренний ориентир. Он помогает понять, куда вы хотите двигаться, какие идеи важны, а какие цели устарели. Любые изменения, даже кажущиеся сложными, становятся инструментом для роста. И чем внимательнее вы фиксируете идеи, наблюдаете за реакциями и делаете выводы, тем увереннее будет старт в марте и последующий рост. Февраль – это возможность выйти на новый уровень, укрепить внутреннюю уверенность и построить основу для весенних действий. Все события месяца, даже самые сложные, работают на ваш рост. Принимайте их осознанно и с открытым вниманием. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для близнецов на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!